Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы сегодня проводим обрезку 18 августа 2022 года, обрезку листьев, пасынков. Но и это нам позволяет не только убрать лишние листья и питательные вещества, все-таки направлять на томаты, но и увидеть в этих зарослях, вот смотрите, обнаружено уже 2 совки. Они очень красивые, только в начальной стадии. Вот она ищет, сделала уже дырочку. И здесь тоже еще видно, были пробы. Нужно срочно обрабатывать в первую очередь биопрепаратом, инсектицидом Скарада М против вредителей. Потому что очень много совки летает. И вот она забралась в теплицу. И вот здесь она уже вот пытается сделать дырочку в томате и снова же выедает, наедается хорошо, затем превращается в бабочку и улетает, через время снова прилетает, ищет, где бы отложить яйца и снова продолжить род. И вот что я хочу еще сказать. Некоторые зрители, начинающие, мне говорят: мы вас спрашиваем про бабочку, а вы нам показываете червячки. Так вот, у каждого растения, у каждого животного, у каждого насекомого, вредителя, как и у человека, есть разные периоды развития. Начинается с одной клеточки, и далее в данном случае из яйца, и вот начинается развитие яйца, тепло, хорошо, есть вот питание, и вот это питание, как раз томатик, плод томата, а еще может быть это и побег нежный, молодой. На старом они не оставляют яйца, потому что питание не будет, там жесткое питание. Вот ищут, где самое вкусное, сладкое, вот в данном случае сладкий плод. И вот на этом плоде вот это совка, это в данном случае у нас гусеница совки, которая будет есть, уже не будет, мы ее сейчас уберем, и портить томат. Но уже практически немножко испорчено. И здесь молоденький томатик, уже видите, здесь уже выход есть, тоже его уберем сейчас. Вот здесь совка вначале отложила яйца, видите, откладывает все время в укромном местечке, чтобы никто не достал, ну и чтобы обработки туда не достали. Но биопрепараты, их прелесть в том, что они попадают везде и всюду, и если находят вредителя, яйцекладку, то уничтожают. Вот такая сегодня важная тема. Кроме совки, сейчас пошли уже и томатная моль летает, тоже нужно обработки. Ну и продолжают белокрылка, тля, все это на томаты, на все растения. Кстати, и еще и паутинный клещ, это у нас просто в этом году, когда жарко и сухо, его очень много. И все растения овощные поражают паутинные вот эти вредители растений, поэтому нужно обязательно обрабатывать. И поэтому вечером сегодня обработка, в первую очередь обработка против вредителей Скарада. Готовим раствор для того, чтобы обработать помидоры, огурцы, баклажаны, перец от совки, от паутинного клеща, от различных других вредителей. Так нам понадобится Скарада М. Вот такой, его сейчас мы перемешаем. Это биоинсектицид. Я его заранее до обработки развожу. Вот таким образом. Достаточно. Вот так вот. Надо обязательно эти препараты готовить заранее, вот этот маточный состав, пусть пробуждаются и готовятся трудиться. Итак, тут у нас один препарат и еще один. Здесь у нас берет вот этих совок различных, крупных вредителей, таких как и колорадский жук. Ну а лучше всего для паутинного клеща, тоже бабочки, если залетят, вот этот. И вместе они будут хорошо работать. И тот препарат в сочетании прекрасные дают результаты. Итак, тоже этого препарата тоже 25 грамм. Сейчас много не надо. Мы делаем вместе, получается, 50 граммов на 10 литров воды вот этого препарата.
Один 25 и другой 25. И эти препараты у нас будут готовиться к тому, чтобы их заливать и к тому, чтобы провести обработку. Минимум полчаса у меня есть. Пусть они просыпаются, пробуждаются и готовятся к труду и обороне наших томатов и других наших овощных растений от вредителей. Итак, полчаса у нас уже растворы готовы. Видите, они стали такие мутноватые. И сейчас важная задача. Нам нужно обязательно развести тестолип. 15 миллилитров добавляем. Ведерочка у меня здесь специальная. Еще раз вот так вот я вылью сюда. И теперь еще 15 миллилитров сюда добавляем и перемешиваем хорошенько. Вот такая технология для того, чтобы его нельзя сразу вот полностью соединять с водой. И теперь снова же 1 к 2, теперь 1 к 4. То есть была первая, одна часть, и сейчас 4, 2, 3, 4. А вот становится такой, как кисельчик, чуть-чуть такой, слабый кисель. И теперь 8 штучек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще раз это перемешиваем хорошенько. Теперь нам это не надо. Так, у нас скорадо готовы. Мы можем сюда залить ведерочко. Еще раз здесь проверить. Сейчас мы будем соединять, заливать уже в опрыскиватель. Вот. Вот так. Мы именно сделали 5 литров для того, чтобы обработать против огурцы. Там у нас паутинный клещ обязательно. На томатах сопка, а также томатная моль. Тут абсолютно вот уже появилась, летает. И различные другие вредители, все это летает, все это пытаются съесть. То есть использовать плоды для того, чтобы чтобы вырастить свое потомство. Вот так. Ну все, теперь остается закрываем и идем обрабатывать. А теперь остается полностью все опрыскать. И плоды, и все плоды, потому что откладывают яйца вредители именно на плоды сверху, все плоды. И здесь же у нас и на огурчики, и огурчики сейчас тоже будут обработаны. И теперь все огурчики тоже обязательно нужно обработать, потому что совка и здесь тоже работает. И на листьях очень много паутинного клеща сейчас летает. Надо обезопасить листики сверху, снизу. Обрабатываем полностью все наши растения. Вот такая у нас сегодня задача. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Позитивного вам настроения, позитивных событий. Пока-пока.